18 ряд, набираем 2 темные, 4 светлые, 10 темных, 4 светлых, 2 темных, 'Вот центральная, вот нее соединяем. 2 темных здесь и 2 темных здесь. Изнаночный ряд. Заканчиваем 18 ряд темным цветом. 19 ряд. Добавляем 1 темную. 3 светлых. 5 темных. 4 светлых. 5 темных. 3 светлых. 1 темная. И вот где 2 темных, так соединяем. Изнаночный ряд. Заканчиваем 19 ряд темной петлей. 20 ряд. 2 светлых. Вот 1 темная и 2 светлых. 7 темных. 7 светлых.
4 темных, две светлых, и вот с этой темной петлей соединяем. Изнаночный ряд. Заканчиваем 20 ряд светлой петлей. 21 ряд. Добавляем еще одну светлую. 3 темных. Две светлых. Семь темных. Пять светлых. Три темных. Одна светлая. И вот где две светлых соединяем. Изнаночный ряд. Заканчиваем 21 ряд светлой петлей. 22 ряд. 4 темных. Вот одна светлая и 4 темных. Пять светлых. Семь темных. Четыре светлых. Две темных. В последнюю светлую соединяем. Изнаночный ряд.
Заканчиваем 22 ряд темным цветом. 23 ряд. Добавляем еще одну темную. Одна светлая. 4 темных. Семь светлых. Пять темных. Три светлых. Одна темная. Вот здесь у нас две темных петли. Вот сюда соединяем. Изнаночный ряд. Заканчиваем 23 ряд петлей темного цвета. 24 ряд. Добавляем еще одну темную. Три светлых. Пять темных. Семь светлых. Четыре темных. Две светлых. И вот у нас одна темная петля. Вот она. От нее влево две светлых. И здесь две светлых. Вот сюда соединяем. Изнаночный ряд. Заканчиваем 24 ряд светлой нитью. Все. Вот такой узор получается. Но он еще не особо виден. Значит, когда вы свяжете одну полоску, вы вяжете вторую. Затем переходите к началу вязания. Набрали 25 петель. И с обратной стороны отсчитываете 23 петли. В 23-ю начинаете вязать
первую часть. Вот эту часть вяжете дальше. Затем эту вяжете и так их меняете. И у вас получится очень симпатичный узор. Теперь я вам покажу, как можно соединить два полотна разного цвета вот такими нитками. Потому что шнур каким-то цветом из них не будет смотреться. Тут, видите, 4 цвета, и поэтому тут подобрать слишком тяжело. Значит, будем вязать вот такой пряжей. Для начала берем не толстую нитку. И набираем, вот у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель вполне хватит. Так, вот у нас видна косичка на обратной стороне протяжки. На конце шнура обязательно завяжите узел. И набираем 3 петли. Вот за эту полупетлю берем. Здесь за эту. Первые 2 ряда будут трудноватые, но потом полегче будет. Провязываем 4-ю. Затем заходим в следующую петлю. Вытягиваем. И 4-ю надеваем на следующую петлю. И затягиваем. Вот, подтянули. Спицу передвинули. И провязываем опять 1. Вот здесь затягивайте, чтобы у вас шнуром получилось вязание. Вот. Затянули. 1, 2, 3, 4. Теперь берем следующие петли. Провязываем 5-ю. И на 5-ю надеваем 4-ю. Вот так. И подтягиваем. Опять спицу передвигаем. Провязываем 4 петли. Здесь затянули.
Пятую провязываем и на нее надеваем четвертую и подтягиваем. И опять спицу передвигаем. Здесь затянули. Опять 4 петли провязываем. Провязываем пятую. И на нее одеваем четвертую. И затягиваем. Ну, я надеюсь, многие знают, как вязать айшнур. Если кто не знает, посмотрите в ютубе. После того, как вы обвяжете, если вы надумаете айшнуром вязать, вот обвяжете, не забывайте, что в углах в одну петлю надо провязать 3 раза. 1, 2, 3, чтобы у вас получился угол. После того, как обвяжете, вот эту дополнительную нить распустите, но не забывайте, что здесь у вас будут открытые петли. И когда вы угол закончите, вы соедините последний ряд и начальный ряд. И у вас не будет видно стыка. Распускается легко. Вот так получается, если соединять две части айшнуром. Ну, а я решила сделать обвязку крючком, зеркальным рачьим шагом. Ну и теперь будем соединять. Значит, как я сказала, буду обвязывать рачьим шагом, зеркальным. Значит, беру вот эту полупетлю, дальнюю. А здесь, вот не пропустите, одна темная есть. На шнурке узелок сделайте обязательно. Так, обвязываю крючком 2,5 миллиметра. И вывязываем еще одну петлю. Эти у нас потом затянутся. Вытягиваем, перекручиваем. И провязываем.
Все и так обвязываем.